Добро пожаловать на канал Астрология Мудрости, дорогие друзья. Вы когда-нибудь задумывались, почему скорпионов часто не любят или даже боятся? Может, вы сами замечали, как это загадочное и страстное создание порой вызывает неприязнь? В этом видео мы раскроем 23 причины ненависти к знаку зодиака Скорпион. И что самое важное, поделимся с вами 18 уникальными шагами, которые помогут устранить эти источники негатива и трансформировать их в силу. Мы погрузимся в древние знания астрологии, кармические законы, движение планет, нумерологию и, конечно, магическую силу стихий, чтобы не просто понять, как устранить эти недостатки, но и как гармонизировать внутренний мир, чтобы раскрыть свою истинную мощь и стать лучшей версией себя. Если вы готовы изменить свою судьбу и избавиться от кармических блоков, то смотрите это видео до конца и откройте для себя пути, которые помогут вам раскрыть свой потенциал и стать неуязвимыми. Итак, поехали. Причина первая – властность скорпионов. Скорпионов часто считают слишком властными. Они стремятся держать все под контролем, иногда даже в ситуациях, где этого не требуется. Это отпугивает окружающих, поскольку люди хотят чувствовать свободу и самостоятельность. Скорпион воспринимает контроль как способ защитить себя и своих близких, но окружающие могут ощущать себя подавленными или лишенными права выбора. Кармический совет. Контроль над другими – это попытка избежать хаоса, но настоящая сила – в доверии к потоку жизни. Согласно кармическим законам, любая энергия, которую мы отпускаем с добрыми намерениями, возвращается к нам в 10-кратном размере. Урок для Скорпиона – осознать, что контроль – это иллюзия, а принятие перемен – путь к гармонии. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я доверяю жизни». Каждый человек свободен в своих действиях, и я принимаю это с легким сердцем. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте реку, которая течет своим ходом. Вы стоите на ее берегу и наблюдаете, как вода несет все лишнее прочь. Почувствуйте, как напряжение уходит вместе с потоком. Река символизирует жизнь, которая течет независимо от вашего контроля. Ритуал на избавление от источника этой причины: возьмите чашу с водой и поместите в нее несколько лепестков розы или лаванда. Взяв чашу в руки, произнесите: «Я отпускаю контроль и доверяю Вселенной». Вылейте воду в землю или водоем, представляя, как ваша потребность контролировать растворяется в потоке жизни. Причина вторая – злопамятность скорпионов. Скорпионы редко забывают обиды. Они долго держат в себе негативные чувства, которые сжигают их изнутри. Это отпугивает людей, которые чувствуют напряжение в отношениях со Скорпионом, опасаясь их мести. Кармический совет: прощение – это не слабость, а освобождение. Кармический закон причин и следствий учит нас: отпуская обиды, вы разрываете цикл негативной энергии, возвращая себе внутренний покой. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я освобождаю свое сердце от обид». Прощение наполняет мою душу светом и покоем. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте обиду как тяжелую черную нить, которая связывает вас с другим человеком. В руках у вас нож из света. Представьте, как вы разрезаете эту нить, и она исчезает. Вы чувствуете легкость и свободу. Ритуал на избавление от источника этой причины: напишите на бумаге все, что вас обижает. Сожгите этот лист, проговаривая: «Я отпускаю это с благодарностью за уроки». Пепел развейте на ветру или смойте водой. Причина третья – замкнутость скорпионов. Скорпионов нередко считают замкнутыми, поскольку они не спешат открываться окружающим. Это создает ощущение барьера и отстраненности, делая их труднодоступными для эмоциональной связи. Кармический совет: согласно закону энергетического обмена, чтобы получить тепло и поддержку, нужно быть готовым делиться своими эмоциями. Замкнутость – это страх быть уязвимым, но уязвимость – это ключ к глубоким связям. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я открыт для общения и доверяю окружающим свои истинные чувства». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте свое сердце как цветок лотоса. Видите, как он раскрывается под лучами солнца, излучая тепло и свет. Каждый лепесток – это шаг навстречу другим людям. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите свечу и поставьте ее перед собой.
Напишите на бумаге одно сокровенное желание, которым вы готовы поделиться. Прочитайте это вслух, даже если вы одни, а затем сожгите лист, представляя, что вы высвобождаете свое тепло миру. Через мгновение продолжим, а пока я хотел бы предложить вам посетить бесплатный двухдневный вебинар по тайнам практической астрологии, который проводит известный астролог с 15-летним опытом работы. Ссылка на мастер-класс есть в описании к этому видео. Итак, продолжим погружение в изучение причин ненависти к людям, рожденным под знаком зодиака Скорпион. Причина четвертая – ревность скорпионов. Ревность скорпионов часто отпугивает близких. Желание знать все о партнере, опасения потерять любовь и внимание могут перерасти в навязчивую проверку и недоверие. Кармический совет. Карма учит, ревность исходит из внутренней неуверенности. Работайте над собой, чтобы понять, что любовь невозможно удержать силой. Доверие – это дар, который возвращается многократно. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я уверен в себе». Моя любовь основана на доверии и взаимоуважении. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя в саду, где цветет дерево любви. Каждый его лист – это доверие. Почувствуйте, как это дерево растет и становится сильным. Ритуал на избавление от источника этой причины. Возьмите камень, лучше всего розовый кварц, символ любви. В течение недели держите его при себе, каждый вечер проговаривая: «Моя любовь – это доверие». В конце недели опустите камень в воду, визуализируя, как ревность уходит, оставляя только светлые чувства. Причина пятая – подозрительность скорпионов. Скорпионы часто подозревают окружающих, ожидая подвоха. Это создает напряжение в отношениях и мешает доверию. Кармический совет. Подозрительность – это проекция прошлого опыта. Отпустите негативные ожидания. Карма говорит: если вы доверяете миру, мир отвечает вам взаимностью. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я доверяю людям. Они открываются мне с наилучшей стороны». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что перед вами стеклянная стена, отделяющая вас от других людей. Увидьте, как она исчезает, а люди становятся ближе и добрее. Ритуал на избавление от источника этой причины: поставьте перед собой прозрачный стакан с водой. Проговорите над водой: «Я очищаю свое восприятие мира». Выпейте воду, представляя, что подозрительность растворяется внутри вас. Причина шестая – бескомпромиссность скорпионов. Скорпионов считают слишком жесткими в своих решениях. Их склонность все или ничего делает их непреклонными даже там, где компромисс мог бы спасти отношения или ситуацию. Кармический совет: учитесь видеть, что мир многогранен. Согласно закону равновесия, в каждом споре есть истина обеих сторон. Баланс между желаниями создает гармонию. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я нахожу золотую середину». Мудрость помогает мне принимать компромиссные решения. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте весы, на которых лежат ваши желания и желания другого человека. Видите, как они уравновешиваются, находя точку гармонии. Ритуал на избавление от источника этой причины: нарисуйте круг, разделенный пополам. На одной стороне напишите свои желания, на другой – желание человека, с которым вы спорите. В центре круга напишите «Гармония». Сожгите лист, представляя, как компромисс рождается из этого процесса. Причина седьмая – скорпионов часто обвиняют в манипуляциях. Многие считают скорпионов манипуляторами. Их умение влиять на других через психологическое давление, скрытые намерения или внушения иногда используются не для лучшего. Это вызывает недоверие и раздражение. В глазах окружающих они кажутся теми, кто всегда что-то замышляет, даже если это не так. Кармический совет: манипуляции появляются, когда человек чувствует нехватку контроля или доверия к жизни. Это связано с уроком доверия Вселенной. Отпустите желание контролировать все. Учитесь быть честным даже в самых сложных ситуациях, ведь карма всегда возвращает то, что мы отправляем в мир. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я взаимодействую с людьми искренне и честно». Мое слово открывает сердца, а не закрывает их. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы держите в руках клубок запутанных нитей, символ ваших попыток контролировать ситуацию.
Теперь мысленно развяжите клубок, позволяя нитям свободно падать. Почувствуйте легкость и доверие к тому, что мир способен самоорганизоваться. Ритуал на избавление от источника этой причины. Возьмите чистый лист бумаги. Напишите на нем все свои желания и цели, которые вы хотите достичь, и сожгите лист, представляя, как пепел уносит ваш страх потери контроля. Поверьте, что Вселенная сама приведет вас к нужному результату. Причина 8. Скорпионов часто называют жестокими. Скорпионов порой воспринимают как жестких и даже жестоких людей. Их прямота и способность идти к цели, не обращая внимания на чужие чувства, часто пугают окружающих. Однако эта черта связана с их глубокой внутренней ранимостью, которую они скрывают за маской неприступности. Кармический совет: жестокость – это способ защитить свое сердце, когда в прошлом его ранили. Кармический урок Скорпиона в этом случае – научиться показывать уязвимость. Мягкость – не слабость, а величайшая сила. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я открыт для любви и сострадания. Моя мягкость – источник моей силы». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что ваше сердце заключено в ледяной скорлупе. Увидьте, как лучи солнечного света медленно растапливают лед, освобождая теплую и сияющую энергию любви, которая наполняет ваше тело. Ритуал на избавление от источника этой причины: на закате зажгите свечу. Глядя на ее пламя, проговорите: «Как это пламя согревает, так и я согреваю мир вокруг». Пусть свеча догорит, а ее огарок закопайте в землю, отдавая Вселенной свое обещание быть мягче. Причина 9. Скорпионы могут быть слишком эмоциональными. Скорпионов часто упрекают в чрезмерной эмоциональности. Их чувства настолько сильны, что могут подавлять или отпугивать окружающих. Бурные перепады настроения, страстные реакции и интенсивное восприятие мира иногда вызывают непонимание. Кармический совет: эмоции – это мощный инструмент для понимания себя и других. Кармический урок – научиться управлять своими чувствами, превращая их из разрушительных в созидательные. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Мои эмоции – это мой дар. Я выражаю их с мудростью и гармонией». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите на берегу океана. Шторм бушует, но вы видите, как он постепенно успокаивается, превращаясь в гладкую поверхность воды. Почувствуйте, как спокойствие проникает в ваше тело. Ритуал на избавление от источника этой причины: наполните ванну водой и добавьте туда морскую соль. Лягте в воду и представьте, что она забирает весь эмоциональный хаос. После ритуала слейте воду, представляя, как вместе с ней уходит все негативное. Причина 10. Сексуальность скорпионов часто вызывает зависть. Скорпионы излучают сильную сексуальную энергетику, которая притягивает и одновременно вызывает зависть. Люди могут воспринимать эту силу как угрозу или опасность, особенно если они чувствуют себя менее уверенно. Кармический совет: сексуальная энергия – это не только про физическую связь, но и про творчество, страсть и желание жить. Кармический урок – использовать ее для вдохновения и созидания. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Моя энергия вдохновляет и приносит гармонию. Я использую ее с любовью и мудростью». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вокруг вас сияет золотой свет. Это ваша энергия. Она согревает и вдохновляет вас и других, но никогда не разрушает. Почувствуйте свою силу как источник любви. Ритуал на избавление от источника этой причины: возьмите розовый кварц, камень любви и гармонии, зарядите его своей энергией, держа в руках и проговаривая аффирмации. Носите его с собой, чтобы помнить о важности использовать свою энергию во благо. Причина 11. Скорпионов часто обвиняют в мстительности. Скорпионов часто упрекают в мстительности. Их неспособность забывать обиды и желание возмездия делает их опасными в глазах окружающих. Но за этим стоит глубокое чувство справедливости. Кармический совет: месть разрушает не только того, на кого она направлена, но и того, кто ее замышляет. Кармический урок Скорпиона – учиться отпускать обиды, доверяя высшей справедливости. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я отпускаю обиды и доверяю мудрости Вселенной».
Визуализация, которую надо применять для этого. Представьте, что держите в руках груз, символизирующий ваши обиды. Мысленно поднимите его к небу и отпустите, наблюдая, как он исчезает. Почувствуйте легкость. Ритуал на избавление от источника этой причины. Напишите на бумаге все свои обиды. После этого сложите лист и сожгите его, проговаривая: «Я отпускаю это и доверяю карме». Пепел развейте на ветру. Причина 12. Скорпионов считают циничными. Цинизм скорпионов часто воспринимается как негативное отношение к жизни и людям. Но это лишь защитная реакция на их глубокую уязвимость. Кармический совет. Цинизм – это страх снова поверить и быть раненым. Кармический урок скорпиона – научиться видеть свет даже в трудных ситуациях. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я открыт для чудес и радости жизни». Визуализация, которую надо применять для этого. Представьте, что вы идете по темной дороге. Вдруг загорается звезда, освещая ваш путь. Это символ надежды и света, который всегда с вами. Ритуал на избавление от источника этой причины. Каждое утро зажигайте маленькую свечу и говорите: «Этот день принесет мне радость». Позвольте свече догореть до конца. Причина 13. Скорпионов порой считают эгоистами. Многие видят в скорпионах чрезмерную сосредоточенность на себе, что может восприниматься как эгоизм. Они так увлечены своими целями, внутренними трансформациями и борьбой, что порой забывают о потребностях других. Это создает впечатление, что скорпионы игнорируют близких и думают только о собственных интересах. Кармический совет. Эгоизм – это урок, связанный с умением делиться. Согласно закону кармы, отдавая, мы создаем пространство для получения. Уравновешивайте личные интересы и заботу о близких, чтобы сохранять баланс между внутренним и внешним миром. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я в равной степени ценю свои цели и радость людей вокруг меня. Делая добро, я наполняюсь силой и гармонией». Визуализация, которую надо применять для этого. Представьте, что вы держите в руках чашу, наполненную светом. Этот свет символизирует вашу энергию. Теперь медленно начинайте делиться этим светом с людьми вокруг. Представьте, как они улыбаются и наполняются счастьем. Вы чувствуете, что свет возвращается к вам еще сильнее и ярче. Ритуал на избавление от источника этой причины. Для избавления от проявления эгоизма возьмите небольшой предмет, символизирующий вашу энергию, например, свечу или камень. На рассвете зажгите свечу или подержите камень на солнце, говоря: «Я делюсь своей энергией с миром и получаю в ответ еще больше света и любви». После этого отдайте этот предмет близкому человеку или оставьте в месте, где он принесет радость другим, например, под деревом в парке. Причина 14. Говорят, что скорпионы слишком загадочные. Скорпионы славятся своей скрытностью и нежеланием делиться чувствами или планами. Это может создавать ощущение недоверия у окружающих. Люди часто не понимают, как к ним относиться, что вызывает настороженность или раздражение. Кармический совет. Загадочность – это защита, но изоляция от мира может нарушать кармические законы обмена энергиями. Учитесь открывать свои чувства хотя бы близким людям, чтобы не только получать их поддержку, но и дарить им свое тепло. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я открыт миру и доверяю близким, зная, что моя искренность укрепляет мои связи». Визуализация, которую надо применять для этого. Представьте, что вокруг вас стена из плотного тумана. Постепенно начинайте разгонять этот туман, и за ним появляются друзья, семья и любимые люди. Вы чувствуете их поддержку, тепло и любовь. Ритуал на избавление от источника этой причины. Для снятия лишней скрытности подготовьте лист бумаги и свечу. Напишите на бумаге свои переживания, которые вы скрываете от других. Затем сожгите этот лист, произнося: «Я освобождаюсь от своих страхов и открываю свое сердце миру». Пепел развейте по ветру. Причина 15. Их называют темными. Скорпионы ассоциируются с темной стороной жизни, включая сложные эмоции, глубокие размышления и мистические темы. Это может пугать людей, которые привыкли к более легкому восприятию мира. Кармический совет. Темнота – это не зло, а часть естественного баланса. Примите свою темную сторону, но научитесь показывать окружающим и свою светлую половину. Это создаст гармонию и привлечет больше доверия.
Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я принимаю и свет, и тьму внутри себя, используя их для создания гармонии. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите в темной комнате с зажженной свечой. Постепенно огонь свечи заполняет комнату мягким светом. Вы видите, что тьма вокруг вас не страшна, а лишь подчеркивает яркость вашего света. Ритуал на избавление от источника этой причины: на убывающей луне зажгите свечу и поставьте ее перед зеркалом. Посмотрите на свое отражение, говоря: «Мой внутренний свет освещает мой путь и путь других. Я есть гармония». Оставьте свечу гореть до конца. Причина 16. Часто говорят, что скорпионы резкие. Скорпионы не боятся говорить правду в лицо, что может ранить окружающих. Их прямолинейность нередко воспринимается как агрессия или грубость, даже если это не так. Кармический совет: резкость – это урок про баланс между честностью и дипломатией. Карма учит нас, что слова могут быть как оружием, так и лекарством. Выбирайте второе. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я говорю честно, но с уважением, наполняя свои слова мудростью и любовью. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что каждое ваше слово – это цветок. Когда вы говорите, эти цветы вырастают и наполняют пространство вокруг красотой и ароматом. Ритуал на избавление от источника этой причины: найдите камень или кристалл, который символизирует вашу силу слов, например, голубой агат. Держа его в руках, проговорите: «Мои слова исцеляют и вдохновляют». Носите этот камень с собой или кладите рядом, когда общаетесь с людьми. Причина 17. Скорпионов считают упрямыми. Скорпионы редко отказываются от своих убеждений или целей. Их упорство может выглядеть как негибкость или нежелание прислушиваться к другим. Кармический совет: упрямство – это знак внутренней силы, но важно учиться слушать других. Карма учит нас, что иногда гибкость приводит к большим победам, чем упорство. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я сохраняю свою силу, оставаясь открытым к новым идеям и изменениям. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя могучим деревом, корни которого крепко держатся за землю. Ветер гнет ветви, но они остаются гибкими и не ломаются. Ритуал на избавление от источника этой причины: возьмите две ленты, одну жесткую, например, из плотной ткани, и одну мягкую, например, из шелка. Завяжите их вместе, говоря: я нахожу баланс между силой и гибкостью. Храните этот узел в своем доме как символ гармонии. Причина 18. Говорят, что скорпионы слишком сложные. Скорпионов часто считают сложными из-за их глубоких эмоций и загадочного характера. Это может вызывать непонимание или отторжение. Кармический совет: сложность – это свойство глубины души. Но важно делиться своими мыслями и чувствами с окружающими, чтобы они лучше вас понимали. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я упрощаю свои связи с миром, сохраняя свою внутреннюю глубину. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы водоем. На поверхности вода кристально чистая, а в глубине скрываются сокровища. Вы показываете свои сокровища тем, кто готов их увидеть. Ритуал на избавление от источника этой причины: запишите на бумаге свои самые сложные мысли или чувства. Затем скомкайте бумагу и бросьте ее в воду, реку, озеро или таз с водой, говоря: я освобождаюсь от ненужной сложности и становлюсь ясным и открытым. Причина 19. Скорпионов часто обвиняют в манипуляции с деньгами. Скорпионов часто называют мастерами финансовых игр. Их проницательность, стратегическое мышление и умение управлять ресурсами иногда воспринимаются как манипуляция. Скорпионы умеют выжать максимум из любой ситуации, и это вызывает зависть или подозрение. Однако за этим кроется не злой умысел, а врожденное понимание ценности ресурсов. Кармический совет: кармический закон гласит: чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь. Скорпионы должны научиться делиться своим изобилием не из страха потерять, а из радости дарения. Это поможет изменить энергию денег вокруг них и укрепить доверие. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: моя щедрость открывает двери к истинному изобилию и процветанию. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте перед собой дерево с золотыми плодами.
Каждый плод символизирует ресурс, которым вы обладаете. Вы снимаете плод и дарите его кому-то, кто в этом нуждается. Через некоторое время дерево начинает цвести еще обильнее, показывая, что отдача только увеличивает богатство. Ритуал на избавление от источника этой причины. Возьмите монету или купюру. Напишите на бумаге благодарность Вселенной за все, что у вас есть. В полнолуние положите монету на бумагу и оставьте ее на подоконнике под светом луны. На следующий день подарите эту монету кому-то, кто нуждается, с добрыми словами. Причина 20. Скорпионов считают холодными. Многие считают скорпионов эмоционально холодными, потому что те редко демонстрируют свои истинные чувства. Это защитный механизм, который помогает им избежать уязвимости. Однако окружающим это может казаться равнодушием или недоступностью. Кармический совет, кармическое правило: любовь раскрывается через доверие. Скорпионам важно понять, что проявление чувств – это не слабость, а способ укрепить связи с окружающими. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я делюсь своей теплотой, открывая сердце окружающих. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте свое сердце как сияющий огонь. Он теплый, мягкий и согревает тех, кто находится рядом. Видите, как люди подходят ближе, улыбаясь и чувствуя себя комфортно. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите свечу белого или красного цвета. Напишите на бумаге: я открыт для проявления тепла и любви. Подержите бумагу над свечой на безопасном расстоянии, чувствуя, как тепло проникает в ваше сердце. Храните этот листок в своем кошельке или блокноте как напоминание. Причина 21. Иногда скорпионов называют своеобразными. Скорпионы обладают уникальной энергетикой и взглядом на мир, что делает их не похожими на других. Внешне это может восприниматься как странность или даже высокомерие. Однако на деле это просто проявление их глубины и нестандартного подхода к жизни. Кармический совет, кармический закон индивидуальности говорит: уникальность – это дар, а не проклятие. Вместо попыток соответствовать другим, скорпионы должны гордиться своей непохожестью. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: моя уникальность – это моя сила и источник вдохновения. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя звездой на ночном небе. Вы светитесь ярко, освещая путь другим звездам, которые начинают сиять рядом, создавая прекрасную картину. Ритуал на избавление от источника этой причины: в тишине найдите момент для уединения. Возьмите зеркало и посмотрите в него, проговаривая: я уникален, и это моя сила. Нанесите на запястье или шею каплю любимого масла, например, розмарин или лаванда, запечатав эту установку в своем сознании. Причина 22. Говорят, что скорпионы часто любят драматизировать. Скорпионов обвиняют в склонности к драматическим ситуациям, потому что они часто переживают все с максимальной эмоциональной интенсивностью. Их страсть к жизни и стремление к глубине чувств иногда кажутся излишними для других. Кармический совет. Кармический закон равновесия напоминает: истинная сила приходит через спокойствие. Скорпионы могут направить свою эмоциональность в созидательное русло, находя баланс между страстью и гармонией. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я нахожу гармонию между эмоциями и разумом, создавая спокойствие в своей жизни. Визуализация, которую надо применять для этого: закройте глаза и представьте море. По его поверхности бегут небольшие волны, символизирующие ваши эмоции. Постепенно они утихают, и вода становится кристально чистой и спокойной. Вы видите свое отражение в этой воде, полное мира и ясности. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите голубую свечу, символизирующую воду и спокойствие. В течение нескольких минут наблюдайте за пламенем, представляя, как оно успокаивает ваши эмоции. Напишите на бумаге слова, вызывающие у вас напряжение. Сожгите эту бумагу над свечой, мысленно прощаясь с драматизмом. Причина 23. Скорпионов боятся. Скорпионов часто боятся из-за их мощной энергетики, проницательности и способности видеть людей насквозь. Для многих это вызывает ощущение уязвимости рядом с ними. Однако за этим скрывается глубокая мудрость и желание понять мир.
Кармический совет, кармический закон ясности гласит: твоя сила должна быть светом для других, а не тенью. Скорпионы могут использовать свою энергию для помощи и вдохновения, а не для создания страха. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: моя сила приносит свет, гармонию и вдохновение окружающим. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя ярким факелом, освещающим путь в темной пещере. Люди, стоящие в темноте, приближаются к вам с благодарностью, находя свой путь благодаря вашему свету. Ритуал на избавление от источника этой причины: зажгите яркую свечу, желтую или оранжевую. Напишите на бумаге: я использую свою силу во благо. Подержите бумагу над свечой, чтобы она впитала тепло и свет. Храните этот листок в своем доме, чтобы он напоминал вам о вашей миссии. Так как же скорпионам устранить свои недостатки и причины ненависти к ним других людей? Сейчас вы узнаете пошаговые рекомендации, как улучшить свою жизнь и избавиться от этих недостатков. Итак, вот 18 шагов для устранения недостатков скорпионов. Шаг 1. Осознайте силу ретроградных планет. Ретроградные планеты создают ощущение застоя или хаоса, но в действительности это возможность переосмыслить действия и исправить ошибки. Особенно ретроградный Меркурий, который влияет на коммуникацию и мышление, помогает скорпионам обратить внимание на свои слова и намерения. Если вас упрекают в жесткости или манипуляциях, ретроградный период – время пересмотреть свое поведение. Практический совет, как нужно применять этот шаг. В период ретроградного Меркурия анализируйте, как вы общаетесь, избегайте резкости и манипулятивных фраз. Записывайте в дневник, какие слова или поступки вы могли бы сделать мягче или честнее. Если есть недопонимание с людьми, используйте этот период для извинений или уточнений. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я обдумываю каждое слово и действую с любовью и ясностью. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы держите в руках кристалл, символизирующий вашу речь. Он светится, очищаясь от любой темноты. Каждый раз, когда вы говорите, из кристалла исходит мягкий свет, окутывая собеседника теплом и доверием. Шаг 2. Работайте с Луной. Скорпионы находятся под влиянием Луны, которая регулирует эмоции и интуицию. Каждая фаза Луны предоставляет уникальные возможности для работы с собой. Убывающая Луна помогает отпустить обиды, старые привычки и негативные эмоции. Практический совет, как нужно применять этот шаг. На убывающей Луне медитируйте на отпускание негативных установок. Пишите на бумаге, что вы хотите отпустить, например, страхи, гнев, сомнения. Затем сожгите бумагу в безопасном месте, представляя, как эти эмоции уходят. Используйте ночное время для тишины и рефлексии. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я отпускаю прошлое и создаю место для нового и светлого. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя стоящим на берегу океана ночью. Вода уносит ваши страхи и обиды вглубь, оставляя только спокойствие и легкость. Вы чувствуете, как с каждой волной становится легче дышать. Шаг 3. Используйте магию Плутона. Плутон, управитель Скорпиона, связан с трансформацией, глубиной и возрождением. Это планета кризисов, которые открывают дорогу к новым вершинам. Скорпионы должны научиться видеть кризис как возможность для роста. Практический совет, как нужно применять этот шаг. Проведите анализ своих слабостей и подумайте, как их превратить в сильные стороны. Практикуйте медитацию на трансформацию, представляя себя обновленным. Читайте книги или слушайте лекции о личностном развитии, чтобы вдохновляться историями других людей. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я становлюсь сильнее через преодоление трудностей и трансформацию. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите в центре вихря, символизирующего ваш кризис. Постепенно вихрь утихает, а вы превращаетесь в феникса, готового взлететь. Чувствуйте в себе энергию обновления и силы. Шаг 4. Найдите баланс через Венеру. Венера символизирует любовь, гармонию и эстетическое восприятие мира. Для скорпионов ее энергия особенно важна, так как она помогает уравновесить интенсивность эмоций и отношений. Работая с энергией Венеры, вы можете сделать свои связи с другими людьми более мягкими и теплыми. Практический совет, как нужно применять этот шаг.
Найдите свое положение Венеры в натальной карте, чтобы понять, какие аспекты любви и гармонии важно проработать. Украсьте свое окружение красивыми вещами, которые будут вдохновлять вас на внутреннюю гармонию. Практикуйте благодарность за любовь, которую вы получаете от других, и учитесь ее дарить. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я излучаю любовь и гармонию, наполняя мир светом». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что из вашего сердца исходит розовый свет. Он мягко окутывает вас, а затем распространяется на всех, кто находится рядом. Этот свет согревает окружающих и наполняет их любовью. Шаг 5. Практикуйте благодарность. Скорпионы склонны концентрироваться на трудностях, но энергия благодарности способна полностью изменить восприятие мира. Этот простой навык помогает настроиться на позитив и улучшает взаимоотношения. Практический совет, как нужно применять этот шаг. Каждый вечер записывайте 3 вещи, за которые вы благодарны, даже если это мелочи. Благодарите людей вокруг, даже за незначительные действия. Используйте моменты благодарности для медитации, ощущая искреннюю признательность. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я благодарен за все, что приходит в мою жизнь, и привлекаю больше изобилия». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте перед собой чашу, которую вы наполняете маленькими сияющими камнями, каждый из которых символизирует момент благодарности. Чем больше камней вы добавляете, тем ярче светится чаша. Шаг 6. Очищение с помощью воды. Вода – стихия Скорпиона, мощный источник очищения и обновления. Она способна смыть негатив, снять стресс и дать чувство легкости. Регулярное взаимодействие с водой помогает восстановить энергию и гармонию. Практический совет, как нужно применять этот шаг. Примите ванну с морской солью, добавив несколько капель эфирного масла лаванды для успокоения. Если нет возможности принять ванну, сделайте ритуал омовения, намочите руки и лицо, представляя, как вода очищает вашу энергию. Работайте с водой на природе, плавайте в реке или озере, чувствуя связь со стихией. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Вода очищает меня и наполняет энергией света и покоя». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте водопад, под которым вы стоите. Потоки чистой воды смывают все ненужное, наполняя вас свежестью и внутренней легкостью. После этого вы чувствуете себя обновленным и защищенным. Шаг 7. Анализируйте натальную карту. Натальная карта – это ключ к пониманию ваших сильных и слабых сторон, скрытых талантов и кармических задач. Анализируйте аспекты, вызывающие напряжение, такие как квадраты и оппозиции, чтобы понять, какие уроки вы должны пройти в этой жизни. Особое внимание уделите положению Плутона, управителя Скорпиона, а также аспектам Луны, которые влияют на ваши эмоциональные реакции. Практический совет, как нужно применять этот шаг. Изучите свою карту с помощью профессионального астролога или онлайн-инструментов. Выпишите 3 аспекта, которые требуют проработки. Например, квадрат Луны и Марса может говорить о трудностях с управлением гневом. Найдите рекомендации для гармонизации этих энергий, такие как медитация или работа с чакрами. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я принимаю и понимаю свое предназначение через знание своей натальной карты». Визуализация, которую надо применять для этого: представьте перед собой свою натальную карту. Она начинает сиять, а сложные аспекты превращаются в золотые мосты, связывающие различные части вашей личности в гармоничное целое. Шаг 8. Практикуйте астрологические медитации. Фазы Луны и движение планет влияют на нашу энергию. Использование этих ритмов в медитациях помогает синхронизироваться с Вселенной и эффективно работать над своими задачами. Практический совет, как нужно применять этот шаг. Новолуние – это время для постановки целей. Сформулируйте свои желания в позитивной форме и представьте их реализацию. Полнолуние – анализируйте, какие результаты вы уже достигли и что нужно отпустить. Используйте мантры, соответствующие текущему положению Луны или знаку, в котором она находится. Например, если Луна в Скорпионе, сосредоточьтесь на трансформации. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я синхронизирую свою энергию с ритмами Вселенной».
Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя стоящим под яркой луной. Ее свет заполняет вас изнутри, очищая и направляя к вашим целям. Видите, как ваши желания превращаются в звезды, которые загораются на ночном небе. Шаг 9. Установите связь с природой. Природа является мощным источником энергии для скорпионов. Элементы природы помогают успокаивать эмоции, заряжают энергией и способствуют восстановлению внутреннего баланса. Практический совет, как нужно применять этот шаг. Проводите время возле воды, это ваша стихия. Посидите у реки, моря или просто примите ванну с солью. Проводите ритуалы в лесу или парке. Например, обнимите дерево и мысленно попросите его поделиться с вами своей устойчивостью. Наблюдайте за природными циклами, особенно за сменой времен года, чтобы почувствовать их влияние на вас. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: природа помогает мне обрести покой и силу. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя стоящим у большого дерева. Вы касаетесь его ствола, чувствуя, как через вас течет мощная энергия Земли. Она наполняет вас теплом и уверенностью. Шаг 10. Работайте с числом своего жизненного пути. В нумерологии число жизненного пути определяет вашу главную кармическую задачу. Для расчета сложите все цифры вашей даты рождения, пока не получите однозначное число, например, 14 1 плюс 4 равно 5. Это число помогает понять, какие энергии вас поддерживают, а какие требуют проработки. Практический совет, как нужно применять этот шаг. Узнайте значение вашего числа жизненного пути. Например, число 8 связано с энергией власти и финансов, а число 2 – с гармонией и партнерством. Изучите рекомендации для гармонизации энергии вашего числа. Например, если ваше число 4, вам нужно учиться терпению и организованности. Интегрируйте полученные знания в повседневную жизнь. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я живу в гармонии с числом своей души и следую своему предназначению. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как перед вами появляется ваше число, светящееся золотым светом. Оно становится вашей путеводной звездой, освещая дорогу к успеху. Шаг 11. Укрепляйте энергию чакр. Для скорпионов особенно важны две чакры: корневая Муладхара и сердечная Анахата. Корневая чакра помогает чувствовать устойчивость, а сердечная наполняет любовью и прощением. Практический совет, как нужно применять этот шаг. Сосредоточьтесь на корневой чакре. Медитируйте с визуализацией красного света у основания позвоночника. Практикуйте дыхание, направляя энергию в сердечную чакру. Представьте зеленый свет в центре груди. Используйте камни, связанные с этими чакрами, такие как красная яшма для Муладхары или розовый кварц для Анахаты. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: моя энергия сильна, а сердце открыто для любви и гармонии. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как красный свет поднимается от земли, укрепляя вас, а зеленый свет исходит из вашего сердца, наполняя вас любовью. Эти энергии соединяются, создавая ощущение баланса. Шаг 12. Изучайте движение планет. Движение планет оказывает мощное влияние на вашу жизнь. Аспекты между Марсом, энергия, и Плутоном, трансформация, особенно важны для скорпионов. Понимание этих процессов помогает правильно направлять энергию. Практический совет, как нужно применять этот шаг. Следите за текущими астрологическими аспектами. Например, соединение Плутона с другими планетами может указывать на период трансформации. Изучайте, как транзиты планет влияют на вашу натальную карту. Планируйте важные дела в периоды благоприятных аспектов. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я направляю свою энергию в гармонии с ритмами Вселенной. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как вы стоите под ночным небом. Звезды начинают двигаться, выстраиваясь в гармоничный узор. Каждый их танец приносит вам энергию и вдохновение для новых достижений. Шаг 13. Медитируйте на символы Скорпиона. Скорпион связан с мощными символами: фениксом, змеей, орлом. Каждый из них отражает этапы трансформации и преодоления. Медитации на эти образы помогают перенаправить внутреннюю энергию в созидательное русло, осознать свою силу и научиться использовать ее для добра.
Практический совет, как нужно применять этот шаг: выберите тихое место, где вас никто не потревожит. Зажгите свечу и настройтесь на медитацию. Визуализируйте феникса, возрождающегося из пепла. Представьте, что он символизирует ваше возрождение и преодоленные трудности. Затем визуализируйте змею, которая сбрасывает старую кожу, оставляя все ненужное в прошлом. Завершите медитацию образом орла, летящего высоко в небе, видящего мир с высоты, символизируя мудрость и свободу. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я трансформирую свою энергию и поднимаюсь выше с каждой преградой. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как вы проходите через этапы. Сначала стоите в огне, который очищает вас, затем сбрасываете старую кожу, чувствуя легкость, а в финале расправляете крылья и взлетаете, ощущая свободу и силу. Шаг 14. Создайте свой ритуал очищения. Ритуалы помогают концентрировать энергию и направлять ее на избавление от негатива. Очищение с помощью стихий: воды, огня, земли и воздуха позволяет избавиться от внутренней тяжести и вернуть чувство гармонии. Практический совет, как нужно применять этот шаг: приготовьте свечу, огонь, сосуд с водой, соль или землю, ароматическую палочку, воздух. Уединитесь в тихом месте. Поставьте перед собой все элементы. Зажгите свечу и произнесите: огонь очищает мою душу. Опустите пальцы в воду, представляя, как она смывает негатив, вода уносит мою тяжесть. Слегка прикоснитесь к земле или соли, чувствуя ее поддержку. Земля дает мне силу и устойчивость. Подожгите ароматическую палочку и позвольте дыму окутать вас, представляя, как воздух уносит остатки напряжения. Воздух очищает мои мысли. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я очищаюсь, наполняясь светом и спокойствием. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя в центре золотого кокона. Элементы стихий проходят через вас, вынося негатив и оставляя свет и тепло. Шаг 15. Применяйте кармические законы. Кармические законы напоминают, что каждая мысль, слово и действие создают волны во Вселенной, возвращающиеся к нам. Понимание и применение этих законов помогает строить гармоничные отношения с собой и окружающим миром. Практический совет, как нужно применять этот шаг: каждый день начинайте с осознанного намерения. Подумайте, какое действие принесет сегодня пользу вам и другим. Практикуйте осознанность. Перед каждым поступком задавайте себе вопрос: какие последствия это может иметь для меня и других. В конце дня анализируйте, какие действия дали положительные результаты, а какие стоит изменить. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: мои действия создают гармонию и благополучие вокруг меня. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как каждое ваше действие – это круг на воде. Круги расходятся, касаясь других людей, и возвращаются к вам, наполняя вас светом. Шаг 16. Практикуйте энергию прощения. Прощение – это мощный инструмент для очищения души и сердца. Удерживая обиды, мы блокируем поток энергии и любовь. Прощение позволяет отпустить груз прошлого и обрести внутренний покой. Практический совет, как нужно применять этот шаг: закройте глаза и вспомните ситуацию или человека, на которого вы держите обиду. Представьте, как ваше сердце наполняется светом. Этот свет начинает расширяться, касаясь того человека или ситуации. Произнесите: я прощаю тебя. Я освобождаю себя. Повторяйте этот ритуал до тех пор, пока не почувствуете легкость. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я прощаю себя и других, освобождая свою душу для любви. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как обиды растворяются, превращаясь в перышки, которые уносит ветер. Вы чувствуете, как с каждым перышком вам становится легче. Шаг 17. Используйте силу визуализации для своих целей. Мы создаем реальность через наши мысли. Визуализация помогает сфокусироваться на целях, привлекая их в жизнь. Практический совет, как нужно применять этот шаг: найдите тихое место и расслабьтесь. Представьте свою цель в мельчайших деталях. Например, если вы хотите гармонии в отношениях, визуализируйте, как вы улыбаетесь, держите руку любимого человека, чувствуете тепло и радость. Проживите эту картину как реальность, почувствуйте эмоции, связанные с достижением цели.
Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: я вижу свою цель и привлекаю ее в свою жизнь. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя у дверей. За дверью находится ваша цель. Вы открываете ее и видите, как яркий свет наполняет вас, принося желаемое. Шаг 18. Подключайте к работе стихии. Стихии – это основа мироздания. Каждая из них обладает уникальной энергией, способной помогать Скорпиону справляться с его недостатками и находить внутренний баланс. Стихии воды, земли, огня и воздуха соответствуют различным аспектам личности и поведения. Интеграция их энергий помогает Скорпионам преодолевать темные стороны своей натуры, раскрывая лучшие качества. Стихия воды – очищение и эмоциональная трансформация. Скорпион – водный знак, поэтому вода является его основной стихией. Она отвечает за эмоции, интуицию и глубину переживаний. Как использовать воду? Ритуалы очищения. Примите ванну с морской солью. Добавьте несколько капель эфирного масла лаванды или сандала. Во время погружения в воду представляйте, как она смывает ваши обиды, страхи и напряжение. Каждый раз, когда вы пьете воду, мысленно представляйте, что она наполняет вас светлой энергией, очищая изнутри. Работа с природными источниками. Посетите реку, озеро или море. Наблюдайте за движением воды, представляя, как ее течение уносит ваши тревоги. Попросите воду помочь вам, опустив руки или ноги в источник, и мысленно проговорите: «Стихия воды, помоги мне обрести гармонию». Это применяется для следующего: устранение эмоциональной нестабильности, освобождение от негатива и обид, укрепление интуиции. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: вода очищает мою душу и дарит внутренний покой. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите под водопадом. Вода, струящаяся на вас, забирает все негативные мысли и эмоции, оставляя ощущение легкости и чистоты. Стихия земля – устойчивость и защита. Стихия земли помогает Скорпионам почувствовать связь с реальностью, обрести стабильность и защиту. Как использовать землю? Физический контакт с землей. Прогуляйтесь босиком по траве или земле. Во время этого процесса представляйте, как земля отдает вам свою силу. Возьмите в руки камни или землю и почувствуйте их текстуру. Это помогает заземлиться и снять внутреннее напряжение. Создание домашнего алтаря. Поместите на алтарь камни, связанные с землей, например, обсидиан, яшму или черный турмалин, и используйте их для медитации. Земля как символ плодов. Посадите растение. Ухаживая за ним, вы учитесь терпению и гармонии. Каждый раз, поливая его, представляйте, что вы заботитесь о своей душе. Это применяется для следующего: укрепление уверенности и решительности, защита от внешнего негатива, помощь в преодолении сомнений. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: земля наполняет меня силой и стабильностью. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте себя стоящим на вершине горы. Вы чувствуете под ногами мощь земли, которая передает вам свою устойчивость. Стихия огня – энергия и трансформация. Огонь – это энергия действия и преображения. Для Скорпиона огонь помогает сжигать негатив и направлять свою страсть на созидание. Как использовать огонь? Ритуалы с огнем. Зажгите свечу, глядя на пламя. Представьте, как оно сжигает ваши страхи, обиды и сомнения. Напишите на листке бумаги качества, которые вы хотите оставить в прошлом. Сожгите листок, представляя, как огонь освобождает вас от этих проблем. Работа с солнцем. В солнечный день встаньте под его лучами, закрыв глаза. Почувствуйте, как солнечное тепло наполняет вас энергией и радостью. Танец или физическая активность. Танцуйте перед огнем или под ритмичную музыку, представляя, как ваши движения помогают избавиться от внутренней скованности. Это применяется для следующего: снятие внутренних блокировок, превращение разрушительных эмоций в созидательную энергию, укрепление уверенности. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: огонь сжигает мой страх и заряжает меня силой. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, как внутри вас разгорается яркий огонь, освещающий вашу душу и придающий вам силу для новых свершений. Стихия воздуха – легкость и освобождение. Воздух отвечает за ясность мыслей, легкость в общении и способность к изменениям.
Как использовать воздух? Дыхательные практики. Встаньте в тихом месте, глубоко вдохните через нос и выдохните через рот, представляя, как с каждым выдохом уходит ваше напряжение. Практикуйте 4, 7, 8 вдох на 4 секунды, задержка на 7 секунд, выдох на 8 секунд. Работа с ветром. В ветреную погоду выйдите на улицу. Ощутите, как ветер проходит сквозь вас, унося все тревоги. Мысленно передайте свои заботы ветру и скажите: «Воздух, забери все, что больше мне не нужно». Интеграция легкости в жизнь. Слушайте звуки ветра или музыку с элементами флейты. Это помогает расслабить ум и восстановить внутренний баланс. Это применяется для следующего: устранение навязчивых мыслей, освобождение от зацикленности на негативе, улучшение общения с людьми. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: воздух очищает мои мысли и наполняет меня свободой. Визуализация, которую надо применять для этого: представьте, что вы стоите на вершине холма. Ветер обдувает вас, забирая ваши тревоги и наполняя свежей энергией. Подведем итог. Скорпиону важно работать с каждой стихией, чтобы сбалансировать свою энергию. Вода очищает эмоции и усиливает интуицию. Земля укрепляет устойчивость и уверенность. Огонь сжигает негатив и наполняет энергией. Воздух освобождает мысли и дает легкость. Интеграция всех стихий в повседневную жизнь позволяет Скорпиону преодолевать недостатки и раскрывать свою истинную силу. Итак, мы рассмотрели 23 причины, почему многие не понимают, не любят, а иногда и ненавидят людей, рожденных под знаком зодиака Скорпион. И что важнее, мы поделились с вами 18 мощными шагами для устранения этих блоков и трансформации их в силу. Мы погрузились в древние учения астрологии, кармические законы, тайны движения планет, силу стихии и раскрыли, как все это может помочь вам стать лучшей версией себя. Каждый из этих шагов – это не просто теоретическая концепция. Это ключи, которые открывают двери к внутренней гармонии, позволяют вам осознать свою истинную силу и направить ее на созидание. Скорпион, с его глубокой природой и мощным внутренним миром, способен преодолеть все препятствия и выйти на новый уровень самосознания. Теперь, когда вы вооружены этими знаниями, самое время приступить к практике. Не бойтесь менять старые установки, работать над собой и применять мощные ритуалы для очищения и трансформации. Помните, что ваша истинная сила заключается в умении брать под контроль свою энергию и направлять ее на благо себе и окружающим. Если вам понравился этот ролик, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал «Астрология мудрости», чтобы не пропустить новые видео, наполненные силой древней мудрости. Если мы наберем 6000 лайков, я обязательно подготовлю новый ролик о том, как стать успешным скорпионом и постичь секреты первородной магии. С вами была «Астрология мудрости». Оставайтесь с нами, и пусть ваша жизнь будет полна энергии, гармонии и успеха. Продолжение следует.